Мої вам вітання. Я Світлана, і ми знов потрапили під Київ у мій садок. Сьогодні запрошую вас на прогулку в июне. Я покажу вам, как начали набирать цвет мои гортензии, и кустовые, и штамбовые, как себя чувствуют после заморозков. Прошло чуть больше месяца, и те растения, которые пострадали, как восстанавливаются. Посмотрим, какие лилии у меня расцвели. У меня расцвели лилии уже довольно много, и я делаю из них букеты. Покажу, какой один прям очень красивый получился. А еще хочу показать вам, как мои гортензии крупнолистные, которые мы, помните, меняли цвет, я рассказывала, что с ними происходит и что случилось с одной из них. Покажу, как обстоят дела про крупнолистные гортензии. Полностью видео я сделаю потом, позже. А сейчас промежуточный такой, посмотрим этап. Идемте. Предлагаю прямо с этого места мы и пойдем гулять по моему саду. Тут у меня розы начинают выходить, наверное, на второе цветение или на промежуточное, не знаю. Это розочка Мириам. У нее большие красивые такие цветы, но первое цветение дождь испортил. Темные лилии, я вам в шортс показывала вот эту самую темную свою лилию. Очень они высокие. Это лилия азиатская. Анна Малинари. Доцветает первый раз и готовится на следующий раз. Ну а тут роза Маритим плетистая, но она у меня уже почти вся обрезана. Часть цветов осталась. Расцветает. А сейчас идемте покажу вот сюда. Мне прямо так нравится в этом году, как набирает высоту роза Христофор Колумб плетистая. Помните, я вам про нее рассказывала, что у нее как подсветка прямо перламутровая. Я вот разглядывала цветы, понятно почему. У нее градиент по цветам, оттенок по краю более темный, а в глубине такой прямо солнечный, золотистый, коралловый, играет красками. И, в общем, в этом году она прямо сильно так набрала высоту у меня. Красотка. Растет тут вместе. Помните, мы смотрели весной вот эту елочку Ауреус пиката. Вот у нее шишки какие. Шишки висят. Ну, если мы заглянем сюда, это такое, как бы не очень презентабельное мое место. Я тут выращиваю гладиолусы. И розочка Golden Celebration, но она сейчас не в цвету. И в этом году она из зимы как-то у меня плохо вышла. Вот она. Старается все-таки зацвести, конечно. Но тут гладиолусы правят бал. И видите, что проложена капельная трубка. Тоже проложена и тут. Но сейчас перейдем быстренько в другую зону. Я вам покажу, как же пережили заморозки мои растения и как восстановились. Довольно, я бы сказала, неплохо. Вот так вот я выйду по тайному такому проходу. Помните, я рассказывала, переход наискосок сделан. Когда с этой стороны смотришь, с этой не видно эту тропинку, которая тут проходит. А вот это моя магнолия Суланжа, Альба Суперба, которая много, конечно, на себя взяла мороза, пострадала, засохли. У нее
листья, и побеги. Скажу честно, я ее и не обрезала. Листики, потому что сильно много было засохших. Я решила, они сами опадут. Вот, кстати, стою, вы видите, какой высоты побеги древовидная гортензия, о которой я вам рассказывала. Набирают шап, такие большие, красивые. Так вот, моя магнолия Альба Суперба как будто ни в чем не бывало. Свежа и хороша. Сильно распушилась. Видимо, решила доказать, что она может пережить и не такие холода. Ну, будем надеяться, что заложит много бутонов, много красивых цветов будет в следующем году. Рододендроны уже все свои я обрезала, конечно. А сейчас пойдем туда, посмотрим, как три другие магнолии пережили эти холода. Вот как раз наглядно и видно, я взяла со штатива камеру, что тень от забора, видите, уже падает на половину участка, где растут рододендроны. Сейчас тут уже где-то 1,5 метра в тени. А я тут вот, кстати, хотела вам показать. Вот это прошлого черенкования летнего гортензии. Я их, помните, весной как картошку копали мы. Они у меня там за теплицей росли. Я решила их рассадить везде, где можно. Поискала все местечки, и где капельная есть, и где они более-менее впишутся. Смотрите, как хорошо они сюда подошли. Это краснолистные все сорта я черенковала прошлым летом. Тоненькими такими, невзрачными. Вот так они выглядят. Я вам, кстати, покажу в конце видео еще что-то интересное про... Ну, не буду интригу держать. Про пион, как ни странно. Ну, вот мои рододендроны, обрезанные, накормленные, напоенные. Готовятся уже почки закладывать. Растут. А вот это новый. Зимой я вам его показывала. Я его всю зиму сохраняла в горшке котельной. Или у нас в тамбуре, или в котельной. Смотря какая температура была. Вот он как распушился. А была одна палочка. Это рододендрон, знаете, какой гендиректор Ридер. И у него мне нравится, знаете, что у него блестящий лист. Всегда вот такой блестящий лист. Даже если вот так сравнить, этот и этот. Ну, вот это гортензия. Гортензия. Магнолия. Альба Суперба на гортензию смотрю. Большие шапки. Вы писали, что, может быть, это у меня стронка Нобель. Но я не думаю, что у бабулечки у какой-то прямо стронка Нобель довольно дорогой сорт. А это... И так их много. Думаю, все-таки это простая. А Нобель просто ей тут очень хорошо. Ну и вот сюда мы перешли. Вот мои магнолии. Это немножко хлорозит, но я ее уже пролила. Это рустика рубра. И, кстати, она как-то не очень выходит из заморозков. А вот Heaven's Scent тоже себя довольно чудно чувствует. Нарастила уже большую листовую массу. Ну вот склоняется, как, смотрите, гортензии прямо мне и на петуньке, и везде. А вот еще вам покажу, смотрите, это рассаженная крупнолистная гортензия «Бесконечное лето». Черенковала я ее. И вот еще они у меня, в общем, везде. И вот, это вообще хорошенькая такая. Я часть посадила в горшки, и им меняю как раз цвет нескольким штукам. А часть посадила по участку. Их у меня получилось 22 черенка. Выжили все, но один сломали собаки. Тут, когда бегали на участке, поломали собаки под корень. Ну, я думаю, может быть, она от корня даст еще побеги. Вот как нарастает штамп
Это не штамп, это фантом обычный. Кустовая форма, фантом. Вот так. Сейчас покажу вам штамбовую форму фантом. Посадка прошлого года. Кустик был совсем невзрачный, 4 веточки. Зачем я купила еще куст фантома, когда я сама их черенкую, спросите вы? Сама не знаю. В питомник ездила за хвойными растениями. И глаза заведущие, руки загребущие. Какой-то он мне показался такой хороший. И опять же, был импорт из Германии. И поэтому я польстилась, потому что я вот купила полярный медведь, 3 кустика, бесподобно. Я их черенкую, они мне такое потомство чудное дают, что я решила, а вдруг и фантом такой же чудный. Судя по всему, да, вы посмотрите, какой толщины стебли у него. И вот эти ниже будут цвести, а эти выше. Их-то моя тоже как-то разрослась. Скоро тут и дорожку мне закроет. А вот штамбовый фантом мой. И что же с ним не так? Ну, более-менее он акклиматизировался, вышел из холодов, набирает много соцветий. Так я мелькаю в кадре. Мы как-то не рассчитали, что они такие большие будут, мои штамбы. И уже 3-й штамп у нас низкая опора получилась. Видите, опора вот, а они сантиметров по 70, и это еще не предел. Я пыталась ее вытащить и разогнуть, но скажу вам, бесполезное занятие. Я вот только тут листья на ней все обдерла, поломала, решила, ладно, я тебя, девочка, обвяжу просто кембриком вот таким резиновым, связала ее. Видишь, что у меня такая. Будем ей делать большую опору этой штамбовой моей красоточки. Так, ну, сюда мы заглядывать будем, не будем. Тут нарастают лилии, а вот тоже мои крупнолистные гортензии. Смотрите, как им чудно. Это гортензия бесконечное лето, повторю еще раз. Растет со второй половины дня, видите, на полном солнце. С этой стороны поворачивает солнце. А с первой части вот эти пирамидалисы ее закрывают. Тут нарастают лилии у меня. Так, Тьерри Маркс не сдается. Уже сколько я... Смотрите, сколько у него бутонов. Вот кто спрашивал, обилие цветения. Масса. И я прямо ветку срезала. Вот одна ветка. Сколько бутонов на нем. На то я насчитала 14 цветов. Срезала. Так, ну лилиями махровыми будем любоваться уже позже. А вот еще одна бесконечное лето. Цвести собирается. Очень хорошая, скажу вам, гортензия. Если будет возможность, именно этот сорт купите. Во-первых, что он ремонтантный, то есть цветет на побегах и этого года, и прошлого. И еще очень легко, как показывает, видите, практика, черенкуется и нарастает. А вот это лилии. У меня таких лилий очень много по всему саду. Сейчас пройдем там по кругу, я вам покажу. Вот гибриды, предполагаю, потому что покупала эти, вот именно эти луковицы с рук. 20 штук я купила, но они каждый год дают по 2, по 3 детки. А даже и больше. А вот это будут лилии такие свисающие. Сорт. Не помню, я вам рассказывала за этот сорт. Так, сейчас пойдем вон туда, где мой столик, на котором я чай пила, наверное, 2 раза всего, или кофе. Там у меня прямо большая плантация лилий. Сейчас посмотрим, как они выглядят, как там что.
Так, вот сюда мы перешли от моей качели. Наконец-то Роберто Капуччи мой зацвел. Я думаю, он вообще цвести не будет в этом году. Нет, зацвел. Он перемерз и вообще мне в этом году что-то плохо розы. Плохо розы. А показать я вам хотела вот. Распускается гипсофила. Я часть посадила сюда. Для чего? Чтобы голенастого Роберто Капуччи закрыть. И он еще такой разложистый, но и голенастый в то же время. И лилии. Лилии тоже же высокие такие. И чтобы как-то прикрыть, мы, конечно, потом эту гипсофилу обрежем. Что это за сорт лилии, опять я вам не скажу. Поищу, конечно, в своих названиях. Оранжево-золотистая, высокая, красивая. И вот эти белые лилии, что я вам рассказывала, их очень много тут. Посажены массивом. И вообще лилии я рекомендую массивом сажать. Вот эти как раз белые лилии я использую букеты. Мне нравится делать. Мы уже подарили 2 букета. Я белую по центру ставлю. Вот я вам показываю, букет свой дома стоит у меня. Так, ну, красивый такой букет, высокий. Эти лилии долго стоят. И белая по центру, и новый сорт, который в этом году только первый раз расцвел. Красные, не красные, темно-бордовые такие. Ну, а если мы тут будем ходить, бродить, тут у меня не очень, честно говоря, порядок наведен. Липу надо стричь. Я ее плоскую формирую. Видите, 4 ствола у нее главных. Надо вырезать палочку, оголяя ноги. Вообще вся масса будет тут. Опять же, как шпалерного типа, прикрывать дом соседей. А вот этот наш Вимсред зацветает рядом. Внизу масса бутонов. Ну, когда они совсем раскроются, я вам покажу. Ну, вот что я вам хотела тут показать. Газон только покосили. С газоном мы еще договариваемся. Я подсеяла семена, где были проплешины такие. Ну, они еще, конечно, не выросли. Но мы поливаем, стараемся выравнивать землю. Знаете, как газон? Кто не знает, землей просыпают и обратной стороной грабель равняют. Но сильно большие ямы, конечно, таким образом не засыпешь. А небольшие неровности или несколько раз, допустим, в начале лета, в конце лета одно и то же место, если сильно просела там земля или что-то там случилось. Чем мы будем заниматься? Землю надо купить и будем потихоньку выравнивать. А так газоном я все больше и больше, честно говоря, довольна. Так, идемте, покажу вам гортензии крупнолистные. Ну и вот сюда, на террасу мы с вами поднимемся. У меня тут все мои гортензии и черенки, и новые мои сорта. По гортензиям я, как обещала, вам крупнолистным расскажу. В отдельном видео расскажу. Вот это, кстати, бесконечное лето. Тоже мой черенок зимний. Смотрите, какой большой лист у него. Такой такенный. Я ставлю горшок в горшок для того, чтобы не пересыхали. Корни не перегревались. А вот один черенок хочет зацвести. Бесконечное лето.
А вот я вам показывала куст, это материнский. У меня две гортензии крупнолистные, зимуют и растут в открытом грунте. И именно вот с этого куста я брала черенки. Так, немного поникла от жары. Сейчас я отсюда их уберу. Но солнышко им немножко надо. Все равно в полной тени стоять им не нужно. В общем, я с ними учусь, разбираюсь. Хочу сказать, что почти все я поняла, как и что им надо или не надо. А сейчас покажу вам те, которым я меняла цвет. И у меня получилось, но я перестала поливать сульфатом алюминия. И расскажу, почему. А вот еще новая лилия у меня. В прошлом году просто тонюсенькие побеги были. Видимо, разбор луковиц маленький был. Вот так набирает объем мой фантом штамбовый. В прошлом году, помните, какая малышка была, веточка весной была. Вот так все меняется. На ней я на лавочку их поставила. В общем, получилось у меня поменять цвет. Вот это розовая детка, черенок мой, гортензия «Бесконечное лето». 2 недели я ее активно проливала сульфатом алюминия квасцами. Вот такой вот розовый вообще у нее цветочек один. Как-то в эту сторону не сильно пошло. И за 2 недели вот столько она набрала. Голубоватая такая будет. Но расскажу, почему перестала. И гортензия Фабола Блу. Фабола Блу вообще гортензия голубоватая, нежно-голубая такая. Но благодаря тому, что я усиленно ее поливала, она даже вот такая синяя будет. Но я ее тоже перестала поливать. Рассказываю почему. Коротко. Более подробно расскажу, когда буду про гортензии эти рассказывать. У меня остановились в росте все мои вот эти малюсенькие, которые я стала проливать. То есть стали угнетаться корни. Из-за того, что мы усиленно кормили их сульфатом, я кормила сульфатом алюминия, остановился рост. Соцветия, конечно, немного поменяла, а у кого соцветия только-только, вообще замерли, и все, мои гортензии. И вы мне подсказали, что не стоит такие маленькие перекармливать, больше железа добавлять в почву. Я решила остановиться. Я вижу, что получается, она меняет цвет, такая красотка становится, но я дам ей нарасти. А с Фабола Блу вообще у меня печальная была история. Я ее своей активностью залила, перелила, представляете? В один прекрасный день, утро, я проснулась, вышла проверять моих девочек, а Фабола Блу вся повисла по горшку. Повисли листья и цветы, и побеги, все. Все совсем я попробовала пролитая. Ну, в общем, как я ее реанимировала и что делала, сейчас ей на 4. Хорошо, скажем так. Но я прекратила все эксперименты с изменением цвета. В этом году пока остановлюсь. Хватит мне видимых результатов, что это получается. Тут главное, я с агрономом беседовала, главное не перелить этого сульфата алюминия, как некоторые писали, что они усиленную норму дают. Ну, может быть, сильно взрослые кусты, и за несколько лет накопился сульфат алюминия в почве, а сразу кормить большим объемом нельзя. И еще он мне сказал, что можно с самой ранней весны брать, сейчас я их в тенечек уже отнесу, брать и приучать гортензии именно совсем маленьких дозировок. С дозировок вообще там
5 грамм на 10 литров, потом 10 грамм на 10 литров. Потом можно чуть увеличивать. В общем, за 3 месяца выходить на нужную концентрацию. Совсем не сразу это делается, как Света начала делать. За 2 недели решила изменить им цвет. Так можно, в общем, и потерять гортензию. Как я реанимировала, я вам расскажу. Может быть, кому-то будет полезно. Потому что, честно говоря, я думала, что я эту гортензию уже все не увижу или порежу на черенки. Я-то знаю, что она у меня начеренкуется. Но, в общем, так делать не надо. А вот эту гортензию я сразу перестала поливать. Это, сейчас я вам даже скажу, Speedy Red Purple. Это тоже купленная в этом году. Красные гортензии, они могут только на сиреневый поменять. На синий не поменяют цвет. Привяли чуть листики. Полить надо и убрать в тенек. Ну вот, про гортензии. Сейчас идемте, что интересное я обещала. И будем завершать нашу прогулку. А интересное, я вам скажу, очень. А интересное прячется прямо вот на этой клумбе. Помните эту клумбу весной? Показывала елочки. Вот так распускается моя гортензия. Я вам даже скажу, что это кустик от моей Skyfall, которая возле лавочки. Там подстригла немножко зонтик уже из пузыреплодника новый делаю. А рассказать вот что хотела. Помните, у меня пион, который Command Performance. Вот он. На нем был один бутончик, который я пожалела обрезать. Надо было сделать, но мне захотелось посмотреть, действительно ли это не пересорт ли. Красиво с лавандой. Blue Heaven смотрится. Ой, а пчел сколько на лаванде. Это скоро будут летать. Пчелки. Лаванда разных сортов посажена тут. И я вам показывала, что я ставлю палочки. Вот так, чтобы собаки, молодые мои побеги, тут я решила их и не вытаскивать. Ну, тут попали палочки, не знаю я от чего. А возле Command Performance у меня попала палочка, оказывается, гортензии. Это я узнала, когда случайно решила ее поправить, подвинуть, она пустила листики. Помните, я вам рассказала? Так вот, хочу сказать, что я была права. Эта палочка у меня укоренилась. Я активно поливала пион. И палочка эта сама наросла. Представляете, мы зимой какие танцы с бубнами вокруг них пляшем. А тут одревесневевший побег, воткнутый просто рядом с пионом, придерживающим его. И вот он. Вот эта палочка. Я ее уже и выпрямлять не хочу, и трогать не хочу. Еще не удивлюсь, что она и зацветет. И не удивлюсь, что это будет гортензия полярный медведь. Потому что именно эта гортензия у меня сама хорошо укореняется и растет. И вот так вот они вдвоем, представьте, друг другу помогают лето пережить. Вначале палочка держала пион, придерживала, а теперь пион маленький, молодой, своей листвой создает определенную тень и как бы охраняет мою молодую гортензию, новый куст гортензии. Вот такое маленькое чудо у меня в саду. Ну, а теперь все, я пойду работать. Обрезать надо вот эту розу аспирин, отцвела уже. Так, клумба у меня
Вот тоже с гипсофилой. Тут стоит трава, я мульчирую травой скошенной. Подстричь надо шарики. Гипсофила рядом посажена с бордовыми розами. Как смотрится, это абракадабра отцветает. Не хочется ее обрезать. Очень долго цветет. Наверное, недели 2 уже в таком состоянии. И пестрые цветочки у этой розы. И в этом году в основном, видите, бордовые. И тут Black Baccarat, Black Magic. И начинает распускаться гипсофила. Будет очень красиво. Вообще так клумба красивая. И вообще весь сад мне нравится, когда он такой ухоженный, зеленый, ровненький, красивый, подстриженный. Все, всего хорошего. Желаю вам в ваших садах. И встретимся. Думаю, совсем скоро встретимся. И будем смотреть что-то новое и интересное. Всего хорошего.